Пожалуй, самыми обсуждаемыми трансферами РПЛ последнего месяца являются два армянина – Арсен Захарян и Эдуард Спирсян. Сегодня мы поговорим о переходе Арсена в Реал Сосьедад, шансах Эдика перейти в топ-чемпионат этим летом, а также о переговорах Федерации футбола Армении с Александром Коваленко и Эдгаром Севикяном. Долгожданный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в Европу наконец-то состоялся, причем ожидание того стоило. Если в начале лета футболиста сватали в турецкий Галатасарай, затем в Страсбург и Лацио, то реальность оказалась даже лучше. Испанская Ла Лига, которая сильнее итальянской и французской, а турецкой даже говорить стыдно, да еще и в клуб Реал Сосьедад, который будет выступать в Лиге Чемпионов. Мало того, команда из Сан-Себастьяна славится своим подходом к развитию молодых талантов, а средний возраст футболиста в основном составляет 24 года. Также Сан-Себастьян известен как благоустроенный город для богатых пенсионеров. Здесь очень мало ночных клубов, казино и других заведений, способных отвлечь молодых футболистов от их прямых обязанностей. Словом, это отличный вариант для 20-летнего Захаряна, который уже, казалось, отчаялся перейти в топовую лигу. За молодого таланта «Динамо» получит 13 миллионов евро плюс 15% от последующей перепродажи, а зарплата самого футболиста составит 1,4 миллиона евро в год. Контракт рассчитан на 6 лет, сумма отступных – 75 миллионов евро. Наверняка многие из вас на этом моменте уже пишут в комментариях, дескать, Захарян не армянин, он выбрал Россию и вообще не нужно обсуждать этого футболиста. А самые вспыльчивые и вовсе пустятся оскорблять футболиста. Скажу свое мнение. Конечно, для меня судьба того же Спирсяна или любого другого футболиста нашей национальной команды важнее, чем карьера Захаряна. Но Арсен тоже наш соотечественник, за которым интересно следить. Так же, как и за Кареном Хачановым, хоть он и представляет российский теннис, а не армянский. Или тот же Арман Царукян, который в UFC известен как российский боец, причем у него только российский паспорт, без армянского. Почему-то все озлоблены именно против Арсена, хотя того же Тикнезяна все полюбили. А Визнаир тоже поначалу отказал нашей сборной и по собственному признанию решился выбрать Армению только после того, как почувствовал, что он не интересен тренерскому штабу сборной России. Также на его решение повлиял Международный бан России. Захаряну уже пришлось принимать решение, когда впереди в России был чемпионат Европы 2020, куда он, правда, не попал из-за тяжелой ангины, и сыграл официальный матч уже в отборе к чемпионату мира 2022. Выходит, Арсен виноват лишь тем, что он талантливее Тикнезяна и намного раньше удостоился вызова сборной России еще до ее бана. Как бы то ни было, лично я желаю успехов в карьере Арсену Захаряну. Пусть он добьется таких же высот, как Алем Погосян и Юрий Джуркаев, которые в свое время тоже выбрали не Армению, но тоже считают себя армянами. А теперь самое важное. Переход Эдуарда Спирсяна, по мнению многих журналистов и инсайдов, осложнен из-за того, что руководители Аякса не хотят рисковать репутацией клуба. Дескать, трансфер из российской премьер-лиги является токсичным и плохо влияет на имидж клуба. И в этом контексте все армянские болельщики должны быть довольны переходом Захаряна. Вдумайтесь. Футболист сборной России из российского клуба, владельцем которого является российская государственная компания ВТБ, за неплохие деньги перешел в топовую европейскую лигу, и никакого скандала не случилось. Никто не говорит об ужасном имидже Реал Сосьедад. А Спирсян, на минуточку, футболист армянской сборной с армянским паспортом. Его клуб принадлежит частному бизнесмену с армянскими корнями. Такой трансфер априори еще легче организовать, чем покупку Захаряна. Да и стоит Эдик немного дешевле, чем Арсен. Следовательно, здесь уже агентам Эдуарда стоит подсуетиться, если они хотят отправить футболистов в европейскую топ-лигу уже этим летом. Я считаю, что это реально и есть все шансы, что до сентября такой переход состоится. Продолжим тему российских армян. Сообщается об активных контактах Федерации футбола Армении с Александром Коваленко. Это косвенно подтвердил Наир Тикнезян в передаче Comment Show, сказав, что Коваленко действительно рассматривает смену спортивного гражданства. Лично я буду только рад этому факту. Чем больше качественных футболистов у нас будет, тем больше шансов на успех нашей команды. Правда, после перехода в «Зенит» Коваленко прочно присел на лавку и лишен игровой практики. А вот увидеть другого россиянина Эдгара Севикяна из клуба «Пари Нижний Новгород» уже в сентябрьских матчах с Турцией и Хорватией вполне реально. Сам Эдгар в одном из интервью признавался, что если получит вызов, с удовольствием присоединится к сборной Армении. При этом 22-летний полузащитник очень ярко начал новый сезон, успев отметиться голами в Кубке и Чемпионате России. Футболист с таким дриблингом и незаурядной техникой очень поможет сборной Армении. Особенно интересно будет посмотреть на его взаимодействие на поле с Ранусом и Спирсяном.
Также ходят слухи о возможном привлечении в сборную Армении полузащитника Оренбурга Степана Гованесяна. Он успел в нынешнем сезоне отметиться красивым голом в ворота Сочи в Кубке России. Но я продолжаю считать, что Степан не заслужил еще вызова в основную команду Армении. Он своим уровнем нам еще не соответствует. Да и по интервью его видно, что он и сам не горит надевать футболку нашей сборной. Пусть пока поварится в котле российской премьер-лиги и издали полюбуется победами Трикнезяна и Севикяна на международной арене. До матча сборной Армении с Турцией и Хорватией осталось совсем немного. В ближайшем выпуске я планирую рассказать о том, кого пригласил Александр Петраков на эти матчи, кто в каких кондициях и какие у нас шансы на предстоящие матчи. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Также не забудьте отблагодарить меня лайком и комментариями под этим видео. Это поможет ролику набрать больше просмотров. До новых встреч, Аерджан!